Golden – уникальный парачейн-проект, созданный специально для пользователей Web3. Это огромная база знаний, имеющая схожие черты с Википедией и базой данных Crunchbase, но только на первый взгляд. На деле это уникальный перспективный проект, который может перевернуть представление всего интернет-сообщества о поиске и хранении информации. Ведь Golden в будущем может стать самой крупной библиотекой с огромным количеством статей из всех, что когда-либо существовали. Проект был создан в 2019 году и до сих пор совершенствуется, но зарегистрироваться на платформе можно уже сегодня. Golden предлагает пользователям удобный, интуитивно понятный интерфейс и большое количество гайдов по работе с базами данных, которые с его помощью можно создать и сделать открытыми или частными. Такое решение делает проект универсальным. Он подойдет как любителям почитать перед сном познавательные статьи, так и предпринимателям, которые ищут достоверные сведения о партнерах или хотят хранить свою интеллектуальную собственность в надежном месте. Преимущества Golden. Парачейн-проект был задуман как авторитетный и непредвзятый источник точной информации. Он решает одну из главных проблем Википедии – некоторую субъективность описаний в некоторых ее статьях. Благодаря протоколу консенсуса, который позволяет публиковать только тексты с достоверными сведениями, Golden становится децентрализированным и абсолютно непредвзятым хранилищем информации обо всем, от кулинарии до истории освоения космоса. При этом Golden гораздо лучше подходит для корпоративного использования, чем любые другие базы данных. Каждая единица информации в нем представляет собой NFT и защищена внутренней системой безопасности, как от несанкционированных изменений, так и от просмотра посторонними пользователями. Любые сведения на платформе Golden можно сделать доступными только для определенного круга лиц, например, группы друзей или сотрудников компании. Это делает сервис еще более гибким и удобным. Для кого создан Golden? Все подобные проекты, существовавшие ранее, были направлены на ту или иную аудиторию. К примеру, Википедия содержит общую информацию о явлениях, которые интересны большинству людей. Ее среднестатистическая статья содержит фундаментальные сведения и ссылки на другие источники, в которых о предмете исследования можно узнать больше. Но большая часть статей не дает полного представления, а использовать информацию из Википедии для работы могут далеко не все люди. Если предпринимателю нужно запросить сведения о компании-партнере, он не сможет найти в Википедии ее юридический адрес и реквизиты. Для этого ему потребуется другой источник. Golden гораздо более универсальная площадка. Этот ресурс подходит сразу нескольким категориям людей: студентам, школьникам и работникам, которые хотят развиваться в профессии, любителям читать в сети что-то для саморазвития, представителям компаний, которые хотят организовать работу сотрудников или обмен данными в безопасном пространстве, разработчики приложений и создатели сайтов, которым нужна интеграция с надежными базами данных. Сайт может удовлетворить их потребность в актуальной, достоверной и объективной информации. Более того, благодаря набору удобных инструментов, они могут сами делиться интересными фактами с миром или рассказывать коллегам о нюансах проекта, который предстоит реализовать. Особенности Golden. Golden Research Engine проект нужен не только для хранения информации, но и для ее быстрого поиска. Ведь база знаний становится бесполезной, если нужную статью в ней невозможно найти. Благодаря использованию современных технологий, сервис гарантирует высокую точность и скорость поиска. Достаточно вбить несколько ключевых слов, чтобы сайт Golden показал действительно полезные для пользователя результаты, будь то правила этикета или реквизиты одной из крупнейших компаний мира.
мира. Именно таким, по мнению разработчиков проекта, должен быть поиск информации в Web3 простым, эффективным и удобным. Triples. Чтобы статья имела право на существование, нужно выделить 3 ключевых момента, которые в ней описываются. Например, если речь об историческом событии, то это может быть место действия, само происшествие и имя ключевого участника. Тройки представляют собой NFT и тщательно модерируется искусственным интеллектом, который проверяет сведения из них на достоверность. Если в статье есть сведения, не соответствующие действительности, или текст передает субъективное мнение автора, ему будет отказано в публикации. Такой подход позволяет сохранить только действительно полезные статьи. Эффективный консенсус. Чтобы в графы попадала только достоверная информация, ее нужно тщательно фильтровать. Каждый пользователь может создавать и отправлять триплеты для проверки, и если они будут приняты, он получит за это жетоны и вознаграждение. Валидаторы определяют, стоит ли принять статью, достоверна ли она и в полном ли объеме раскрывает суть описываемого явления или объекта. Протокол одновременно стимулирует создание новых страниц информации и защищает их от пользователей, которые размещают в графах недостоверные сведения. Возможность создания командного разума. Некоторые сведения удобно использовать сообща. Это могут быть какие-то технические данные или информация о клиентах, партнерах и инвесторах, чтобы они всегда были в безопасности, но доступны определенному кругу лиц. Можно создать связи между несколькими аккаунтами и не отправлять ссылки каждому коллеге, а открыть доступ к полноценному хранилищу данных и просто добавлять туда новые тройки по мере необходимости. Возможности заработка на платформе Golden. Чтобы создавать новые базы знаний, нужно владеть жетонами. Они дают право распоряжаться информацией по своему усмотрению, делиться ею с кем-то или сохранить для личного либо корпоративного пользования. Зарабатывать жетоны можно, добавляя информацию, которая уже была запрошена другими пользователями. Это удобно для обеих сторон. Бонусы можно потратить на совершенствование личной библиотеки, а любые сведения, которых на Golden еще нет, получить после запроса. Валидаторы также получают вознаграждение за свою работу, ведь их задача непредвзято оценивать качество статей и определять, какие из них можно опубликовать, наградив автора. От валидатора не требуется хорошо разбираться в исследуемом вопросе, ведь на достоверность текста проверяет искусственный интеллект. Он должен лишь убедиться, что качество статьи действительно соответствует довольно строгим критериям сервиса. Пока неизвестно, какое именно вознаграждение будут получать валидаторы и создатели статей, но оно определенно будет иметь ценность, если сервис продолжит планомерно развиваться, ведь этот проект действительно важен для криптосообщества и необходим в Web3. Это одна из универсальных, удобных для большинства категорий пользователей и многофункциональных платформ с большим будущим. Разработчики Golden взяли на себя важную миссию – сделать достоверную, проверенную информацию доступной для людей по всему миру. Хочется верить, что уже скоро о проекте будут знать миллионы пользователей интернета, которые примут активное участие в его развитии и помогут создать свободное и безопасное пространство для работы, образования и просвещения. Больше информации о проекте можно будет узнать из White Paper, но пока документ на стадии разработки, и пользователи могут изучать сайт, включая раздел «Быстрый старт». В нем содержится вся важная информация о проекте, от нюансов создания статей до приемов для более быстрого поиска нужных сведений на платформе. Изучив его, пользователи могут получить общее представление о Golden и решить, хотят ли зарабатывать с помощью сайта или использовать его как безопасное хранилище личных или корпоративных данных.